Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп на следующую неделю с 21 по 27 июля. Все, как вы просили, мои дорогие, для всех общий гороскоп, чтобы спланировать будущую неделю. Ну и, конечно же, в какой день прекрасно это видео должно было выйти. Конечно же, в день старта ретроградного Меркурия, с чем я вас всех и себя в том числе поздравляю. Ребята, внимательнее, активнее с этого момента. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, как мы действуем, как мы кричим, если мы переходим на крик, это все будет с нас выходить в так себе формате. Поэтому здесь аккуратны в своих мыслях, в речах, для того, чтобы не испортить отношения с близкими и с любимыми. Счастье ретроградного Меркурия продлится с нами до 11 августа. И да, скажу, что настроение у меня сегодня очень даже позитивное, поэтому скажу, что гороскоп на следующей неделе тоже будет такой достаточно радостный. Я не скажу на самом деле, что неделя какая-то будет очень сложная, напряженная. Здесь, во-первых, мы сейчас до пятницы, да, заканчиваем лунный цикл, у нас новолуние с 24 на 25 в ночь. Поэтому 25 июля у нас начало нового лунного цикла, а сейчас мы, пожалуй, в будни на следующей неделе, прям-таки начиная, если с понедельника, мы активненько, насколько активненько, да, Луна начнется, конечно же, у нас с воскресенья, у нас Луна в Близнецах, активно, да очень даже активно, плюсом еще в соединении с Ураном, очень даже активно, но скажу, что на следующей неделе у нас на небе будет потрясающая такая конфигурация, это называется астрологическим языком, когда даже у нас Уран, да, в соединении с Луной начнется у нас эта неделя, но он у нас все-таки в секстиле с Солнцем, в секстиле с Нептуном и Сатурном, и Солнце еще в трине с Сатурном и Нептуном. То есть это продуктивная рабочая неделя. Ребят, достаточно позитивная, достаточно на лайте, можно сказать на чили, но не на расслабоне, понимаете, да? Поэтому здесь еще у нас нет точной квадратуры у ретроградного Меркурия с Лилит. Мы еще можем так немножечко вот прям на лайте, немножечко чего-то где-то там сказать, так как мы хотим или не хотим, да, то есть так шутками отнекиваться, да, еще нас не совсем задевают за живое, поэтому здесь, скажем так, неделя пройдет достаточно быстро, гармонично, и все сложности начнутся далее, к выходным, я бы это так сказала, потому что на самом деле у нас начало нового лунного цикла, это в пятницу. И здесь скажу я вам, у нас будет Солнце в оппозиции с Плутоном. Вот с Плутоном, и здесь вот оно то самое, за что нам нужно как раз-таки волноваться, потому что силы и мощей у нас будет очень много. У нас будет настроение такое, всем все доказать, свои права вот так вот сказать, вот, что мы сильнее, мы главнее, и наша свобода, наша вот самая важная часть, наше творчество, наше проявление, и зачем вы вообще корону с нашей головы собрались тут все подвинуть. Но здесь будет такой немножечко сложный момент у новолуния. Солнце в оппозиции с Плутоном, ретроградный Меркурий в точной квадратуре с Лилит, и Венера в точной квадратуре с Марсом. Это очень нужно таки понимать, потому что здесь момент борьбы мужского и женского, здесь в отношениях может возникнуть у нас как раз-таки сложные переживания, когда мы в отношениях не любовью будем заниматься, а войной. И вот это я хочу вам сразу сказать, с самого начала недели убирайте вот эту историю, потому что уже здесь и очень много складываться будут событий у всех знаков зодиака. Кто не смотрел свой гороскоп на август, посмотрите. Я там, естественно, и про июль рассказала его концовку. Те, кто не видел, в конце видео прикреплю плейлист, да. Поэтому здесь, конечно же, ребята, если сможете на этой неделе усмирить силу своих внутренних противоречий, свобода, статуса, большие деньги, свое эго, гордыня, движение вперед, напряжение, то есть отсутствие в финансах, их наоборот приход, свое мужское и женское, то есть все свои потаенные
черты характера, сможете в них разобраться на этой неделе, тогда и другие будут недели совершенно другими, и август будет полегче, да, поэтому я, собственно, заранее так вот и подсуетилась в этот раз, но потому что на самом деле гармоничных аспектов пока на этот момент больше, и здесь нужно, я бы сказала, соответствовать вот этим моментам, потому что следующая неделя будет под напряжение. Там и Венера встанет в квадратуре с Сатурном и Нептуном. А сейчас пока этого нет. Сейчас пока наши действия, намерения идут как раз туда, куда нам нужно, с минимальными энергозатратами. Это очень хороший момент на этой неделе как раз-таки подняться в карьере, то есть наработать свои качества, навыки, их протолкнуть, в том числе заявить о себе, как о профессионале, свой профессионализм поднять на должный уровень, потому что всю эту неделю Солнце будет в потрясающем трине с Сатурном и с Нептуном. Здесь хорошо заниматься творческими проектами, хорошо заниматься проектами будущего, вообще стабильные проекты, то есть если вы стабильны, регулярно, даже в каких-то моментах, которые вам сложно давались, то есть если вы просто выходите на стабильные действия, тогда получаете стабильный результат, потому что Уран на этой неделе абсолютно гармоничен, здесь только вперед, здесь только ускоряться, и тогда результат своих действий он не заставит себя ждать. Поэтому да, дорогие мои, хочу сказать, что вот на этой неделе нужно прямо-таки вложиться. Неделя хорошая, неделя продуктивная, четкая, как любят про это говорить, да. Здесь ни в коем случае нельзя опускаться руки. Конечно, если вы отдыхаете, если вы где-то решили вот сейчас зависнуть, получится неплохо. Здесь и Юпитер подкатывает как раз-таки к Лилит в трине. Здесь получится и отдохнуть хорошо. Если возникнут поездки, то они тоже решатся, даже если там будут какие-то мелкие неурядицы, несмотря на то, что вы сейчас мне скажете, что у нас ретроградный Меркурий и все такое. На этой неделе у ретроградного Меркурия нету никаких напряженных аспектов, ну кроме как с Лили, да, наши страхи, переживания, то если мы сами не выйдем за границы дозволенного, с нами ничего такого плохого не случится, да. Ну а Юпитер даже в трине с Лилит, здесь все поездки, которые случатся, все перемещения, командировки, отдых, покупки в том числе, только смотрите, насколько они импульсивны или не импульсивны, да, то есть чтобы они не противоречили вашим внутренним состояниям. Если здесь какое-то обучение, сдача экзаменов, если здесь зачеты различные, тоже получится очень хорошо. Вопросики поднятия с переездами тоже, если вы начнете их как раз-таки поднимать на этой неделе, сложится очень хорошо, потому что здесь даже если будут какие-то мелкие несостыковки, то, как правило, люди по истечению этого времени говорят: о, это же надо, как удачно сложилось, это же надо, я случайно где-то встретил того человека, который, я же давно хотел найти человека, который мне поможет в этом разобраться, да, за деньги, отлично, я давным-давно искал специалиста, и все будет складываться хорошо. Не будет чудить техника, все будет работать хорошо, поэтому умейте договариваться. Основная важная история в период этого ретроградного Меркурия до 11 августа, ребята, это договариваться, даже если страшно, даже если вы поняли, что вы уже нагрубили, и, казалось бы, отношения нельзя изменить. Можно. Если вы идете от сердца, то можно все это сделать. То есть без гордыни, снимайте корону, потому что Меркурий ретроградный во Льве — это когда мы вообще коронованы, когда у нас корона вот здесь вот очень хорошо сидит, и мы прям еще ее восхваляем. Здесь тогда короночку нужно снять, на 3 недельки положить и принять такую вот, я бы сказала, позицию ученика и сказать: да, я извиняюсь, я все хочу исправить, мне бы это было бы очень полезно, и тогда перед вами будут двери открываться, перед вами будут как раз-таки те самые моменты, будут люди помогать вам в жизни попадаться, которые захотят вас научить, если у вас ранее не получалось, информацию вам нужную рассказать. И здесь нужно, конечно же, это таки понимать. Это неплохо.
чувствовать себя учеником. Это всегда к росту. И даже если вот прям профессионал своего дела в какой-то момент жизни снимает свою корону и говорит: так, мне объективно не хватает компетенции, да, для движения вперед. И это на самом деле очень хорошо, умение вовремя снять корону и идти дальше, да, сказать себе: так, где-то я упираюсь, где-то я что-то не понимаю, где-то я не знаю. И это очень хорошо. Всегда, как правило, появляются те самые люди, которые помогают. Финансовая история на этой неделе будет ослабевать, потому что распадается вот этот аспект, который с июня как раз-таки с нами, со всеми был. Это Юпитер в квадратуре с Сатурном и Нептуном. То есть вопрос заработка вот таких вот прям очень сильных сложных денег быстро и быстро, или сегодня нам очень много надо, завтра нам нужно поменьше. То есть такой внутренний Наполеон и внутренний экономист, они начнут уже вместе не сотрудничать. То есть от нас уходит эта эмоция. Поэтому здесь, конечно же, движемся вперед. И если мы говорим вот так прям таки по дням, неделям, то у нас понедельник и вторник, у нас Луна в Близнецах, очень активная такая позиция, желание все разрулить, все сделать как хочется, хорошее время для потока информации, для общения, для коммуникации, для движения, для поездок в том числе. Следом у нас 2 дня Луна будет в Раке, то есть 23 и 24 Луна в Раке. Это вообще объективно потрясающее положение для любых дел. Начинать какие-то дела, ну вот если очень сильно хочется, то это 23 число. Здесь просто Луна будет в соединении с Юпитером, но на уходящем лунном цикле сил, может быть, будет мало, но зато творческий потенциал будет идти вперед. Захочется с кем-то поделиться какой-то новостью, захочется как-то себя, не знаю, раскрутить, пиар, реклама, вложиться в это, вложиться в свои знания. Хороший для этого день, поэтому занимайтесь, в принципе, подготовка к этой работе, она может изначально-то она скрыта, да, от всех других людей, поэтому даже начиная на убывающем лунном цикле, почему нет? Но есть люди, которые наоборот на убывающем лунном цикле очень хорошо работают. То есть когда Луна наоборот слабая, если у вас очень сильная Луна в натальной карте, а сильная Луна в натальной карте это та, которая в напряжении. То есть если она напряженная, то есть вы 100% привыкли жить в напряжении всей жизни, у вас очень сильная Луна. И вот как раз таки на убывающем лунном цикле Луна слабеет. И вот она, когда случается новолуние, Луна начинает расти и становиться сильнее, да, по всем астрономическим, астрологическим законам. И здесь как раз-таки вот у кого Луна сильная, кто не может расслабиться, да, для того, чтобы какие-то идеи сгенерировать, вот здесь как раз-таки 23 июля хороший день для генерации идей, для построения своего плана в будущее, развития и тому подобное. То есть все эти мысли здесь даже, и Луна тоже будет в трине с Лилит, все страхи получится вам себе разобрать, то есть все различные потенциальные моменты, которые можно монетизировать, применить в будущем для того, чтобы как-то улучшить качество своей жизни, очень даже хорошо. 24, ну это самый день перед новолунием, и здесь уже Солнце начинает сходиться с Луной, и Луна тоже в оппозиции с Плутоном. Очень сильно почувствует это как раз-таки новолуние, то есть 24 ночь и 25 все зависит от того, в каком полушарии, ребят, вы находитесь, вы сейчас живете, да. И здесь, конечно же, почувствуют это новолуние люди, у кого Луна в оппозиции или в квадратуре, или в соединении с Плутоном в натальной карте, либо Солнце тоже в соединении, в оппозиции, в квадратуре в натальной карте с Плутоном. То есть вы почувствуете это очень сильно, потому что новолуние будет в оппозиции с Плутоном. То есть здесь новый лунный цикл, который начнется во Льве, будет нас как раз-таки на весь, можно сказать, август до 23 августа поднимать наверх. Опять же, кто смотрел месячные гороскопы, тот уже понимает, о чем я говорю. Весь месяц, конечно же, хорошо бы энергию вот так по нарастающей распределить, не сдаваться, ускоряться вперед. То есть вот такая история. Более подробно, конечно же, в каждом гороскопе для каждого знака зодиака. Поэтому здесь максимально будет продуктивный день и четверг, и пятница, 24 и 25. Максимально продуктивные дни, потому что и Солнце, и Луна в оппозиции с Плутоном. Если же в этот день вы решите отдохнуть,
такой сложный будет момент, да, 24-25 отдохнуть, потому что само напряжение Плутона заставляет действовать, принимать кардинальные решения, принимать сильные решения. Здесь поднимутся вопросы каких-то больших проектов, движения вперед, на стабильность, на новые связи, люди, окружение, потому что здесь же еще не просто оппозиция Плутона, здесь потрясающий секстиль от Урана, потрясающий трины от Сатурна и Нептуна. То есть это очень хорошее положение на небе, то есть очень хорошее у нас начинается новый лунный цикл, и новолуние прям огонь. Ну да, напряжение от Плутона, но нам иногда нужно, чтобы нас что-то подстегивало и заставляло двигаться вперед. Поэтому здесь, мои дорогие, не расслабляемся. Четверг, пятница, максимально показываем свой профессионализм, максимально создаем себе план на будущее, что мы хотим. Кошельки заряжать бесполезно, нужно мозги заряжать, нужно заряжать свою мотивацию, найти свой вот это вот уровень мотивацию, составить себе план в будущее, движение вперед, что хочется делать, как хочется делать, насколько ярко хочется проявиться, какого полета вы птица. Ну, то есть вот такая, потому что Солнце во Льве — это максимально светящее Солнце вообще у нас в зодиаке. То есть все львы сейчас такие: вау, ну да, у нас Солнце переходит в знак Льва, и у нас месяц яркого Льва. В прямом смысле мы либо яркие, красивые, мы светим, либо мы такие потухшие. Мы либо пылающий огонь, мы либо тлеющий огонь. Да, немножко сегодня мне хочется шутки шутить, и это на самом-то деле, я не скажу, что как-то у нас такой вот шутка ради шутки. Нет, хороший лунный цикл, яркий, огненный, страстный. Поэтому еще раз говорю, занимайтесь любовью, не войной. И вот как раз таки вот эти предвыходные будут в отношениях любовных тоже история такая очень важная. У нас 26-27 это выходные. И здесь максимально точная квадратура у нас Венеры с Марсом. Мы здесь либо ругаемся в отношениях, либо у нас все хорошо, любовь, мир, дружба, жвачка и страсть в отношениях. Дружба, конечно же, для любви не совсем подходит, но в некоторых отношениях и дружба нужна, потому что здесь у нас Венера в Близнецах, Марс такой земной в Деве. И здесь, конечно же, и некая приземленность в отношениях должна быть учтена, да, и тот самый внутренний огонь и воздух, который должен быть в отношениях, да, потому что слишком умом тут блистать не нужно, да, здесь нужна приземленность и понимание к своей второй половинке для того, чтобы, ну, понимать, мы не можем на постоянно земных энергиях жить, да, нам нужно иногда чувство полета, вот такой легкости. Здесь главное не отлететь, когда я люблю говорить, потому что все-таки нужно заземляться и понимать, кто есть твоя вторая половинка, да, но в отношениях нужны чувства, нужны разговоры по душам, и здесь как раз-таки выходные пройдут вот в этой истории. И пусть она у вас сложится хорошо, потому что мы сами творим свою жизнь. На самом деле это так и есть. Поэтому будьте на чиле и на расслабоне, но мне так подсказывает опыт и практика, что на чиле получится, а на расслабоне нет. Поэтому здесь старайтесь все-таки максимум комфортно провести выходные. Будут ли они у вас за работой, будут ли они у вас в любви, но постарайтесь, очень важно, почерпнуть и сделать для себя и для своих отношений, в том числе на этих выходных. Потому что будни — потрясающее время для того, чтобы максимально проявить себя на работе, чтобы максимально блистать своим уровнем профессионализма, заявить о себе, какой вы профи, как без вас будет сложно, и вообще вас нужно ценить и поднимать вас в статусе и давать вам больше плюшек на работе в виде финансов, в виде каких-то полномочий, уровень ответственности в том числе, потому что Плутон — это та планета в оппозиции, которая всегда заставляет нас быть максимально ответственным. И здесь история, насколько каждый из нас вытягивает ее. Поэтому, дорогие мои любимые знаки зодиака, и я желаю вам потрясающих выходных, потрясающей недели. Пусть у вас все сложится как хочется
вам, потому что это отличное начало нового лунного цикла. Я вот даже не знаю, что еще вам здесь такого мощного сказать, потому что у нас после этой недели складывается реально такая продуктивная, четкая неделя, где и Марс входит в оппозицию с Сатурном и с Нептуном, и это такая история очень большая и рабочая. Большая и рабочая. А сейчас она такая более творческая, более такая яркая, она такая более интересная, но в том числе приземленная. Поэтому вспоминайте свои мечты, цели, все, к чему вы хотели прийти, устраиваясь на эту работу, что вы хотели почувствовать, войдя в эти отношения, для чего вам нужны эти отношения и что же вам там не хватает. Ну и, естественно, какую жизнь вы хотите. Самое прекрасное вот в таком летнем лунном цикле задавать себе такие вопросы, потому что Солнце во Льве – это максимальное самокопание. А в оппозиции с Плутоном, так это вообще история психологическая своих мощностей. Ну что, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам всем потрясающего старта. И увидимся с вами в следующем ролике. Ну а, конечно же, если у вас есть вопросы, отвечайте, пишите в этом видео, я буду отвечать. Дата, время, место рождения и ваш вопрос. Ну а в конце по классике актуальные ролики, если еще не видели, посмотрите. Ну и до следующего ролика. Пока-пока.